Ну вот здесь вот живут наши котята. Тут мама кошка, 5 котят у нее было. И здесь вот 3 раза в день кормит Амина. Вечерком забегаю я. Еще вот девочки мы. Волонтеры в 10 часов вечера кормят перед сном. Между работой и домашними хлопотами Майя с Аминой успевают присматривать и за уличными животными. Она очень ласковая, да. Кошкам, живущим в подвалах этого складского помещения Казани, повезло больше всех. О них заботятся еще и волонтеры. Казалось бы, что 3 раза в день получать еду – верх счастья для бездомного животного. Но мусульманки понимают, проблему бездомных животных одним питанием не решить. Они бы хотели повлиять на судьбу животных более основательно. Я за рыжим котом с инвалидом. Мы изначально хотели его забрать себе домой, но у нас дома, в принципе, 6 кошек, есть из них среди них агрессивные кошки. Вот. Но мы выставили в Инстаграме информацию об этом коте, и нашелся куратор, слава богу. Куратор же – это человек, который берет животное под свое крыло, помогает вылечить и находить ему постоянное жилье, объяснили нам волонтеры. Лилия с Ильей целенаправленно начали спасать казанских бездомных животных в 2020 году и в течение года нашли дома 25 щенкам и нескольким кошкам. Они ведут работу в социальной сети, объявляют денежные сборы, возят животных на лечение, ищут для них новых хозяев. Он очень болел. 2 недели он у меня, он сейчас пролеченный. Он очень ласковый. Дома у Амины Минвалиевой сейчас 2 кошки. По ее словам, первую они 11 лет назад подобрали тоже на улице. Вот и нового питомца хотят оставить в семье. Аллах создал человека наместником на земле. Это значит, что человек ответственен за все, что его окружает. За животных, за птиц, за экологию, за окружающий мир, за других людей, да? И помогая творению Аллаха, он проявляет свою любовь к Аллаху этим самым, понимаете, милосердие. Нынче в Казани зима выдалась непредсказуемой. То мороз, то метель. Если подвалы многоквартирных домов закрыты, то бездомным животным в городе просто негде спасаться. Хотя мороз не самая страшная угроза для беззащитных животных, говорят мусульманки. Но этих котов продолжают травить, они погибают от собак, от рук людей, от живодеров, мучительной смертью умирают. От машин. И от машин. И уличная смерть всегда мучительна. Знаете, что обидно, Лейсеря? У нас сейчас повышенный комфорт жизни. У людей изнежились тела и затерлись души. А себя надо вот от этой спячки пробуждать. Я слушала лекцию одного шейха. Вот он говорит, что с годами у людей просыпается все больше и больше жадность. И что нужно делать, чтобы она не просыпалась? Нужно ежедневно заниматься благотворительностью. Отдавать рубль, отдавать 10 рублей, помогать, раздавать внимание. Все, что ты можешь. И если ты этого не будешь делать, то к концу жизни ты будешь духовный банкрот, совершенно верно. Майя Бурганова помогает и животным, и людям. Не только потому, что она сотрудник Татарстанской благотворительной организации. Отзывчивыми и добрыми становятся не по профессии. Только посмотрите, как горят ее глаза, когда она рассказывает о кошках из мусорки, которых приютила в своей небольшой квартире. Все дети мне помогают. Вот самый главный помощник – это мой сын. Да, вот это вот я утром собиралась на работу, вот так они играются. Маленький рыжик в клетке – это мой, который я с мусорки подобрала в Густуше. Вот, он тоже очень принимает. И сколько их теперь у вас? Ну, сейчас вот у меня 3. Вот говорю, еще вот этого последнего нужно выловить котенка. Его несколько дней Амина не видела, очень переживала. Но вот сейчас спросили сторож, все в порядке, он здесь. Вот, сейчас вот этих 2 я хочу в выходные дни постараться пристроить. На самом деле кошку, вот котеночка, пристроить не так трудно. Берешь домой, это вот глиста гонишь, это тоже сейчас капелька на холку. И речь, забота, он все чувствует. Через сутки он абсолютно твой. Он идет на руки, он жмурится, мурлычет. Через несколько дней после съемок пришла радостная весть. Больного котика Рыжика поймали, отвезли на лечение. И для серого котенка нашлись хозяева. На самом деле историй со счастливым концом немало, но еще много животных остаются на улице, ожидая людского внимания. Наталья Шагеева, Лесера Зариф, Эдгар Шагиахметов, канал Алиф, Татарстан. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.